Австралийка, мать троих детей, Кэролин Харт стала очень популярна после того, как в 70 лет опубликовала свои пляжные фотографии. Женщина поразила интернет своей внешностью и позитивом. На данное время ей 76 лет, она продолжает следить за собой и является настоящим примером того, насколько потрясающе может выглядеть женщина в возрасте. Когда Кэролин был 41 год, ей поставили диагноз преддиабет. Причиной были сладости, которые она ела в невероятных количествах. Этот диагноз послужил толчком к переменам и другому стилю жизни. Женщина изменила питание, стала заниматься фитнесом, баскетболом, теннисом, и сахар в ее крови пришел в норму и с тех пор не поднимался. Обычный день Кэролин выглядит примерно так. Просыпается она рано и сразу выпивает пару стаканов воды. Затем совершает прогулку на свежем воздухе, делает зарядку и медитирует. Это помогает ей сфокусироваться и хорошо спланировать все дела. Затем она завтракает и приступает к ежедневной рутине. Вечером, когда спадает жара, она любит играть в теннис, плавать и много ходить по берегу океана. Все это помогает ей избавиться от стресса и поддерживать себя в отличной форме. В одном из интервью Кэролин поделилась секретом, как иметь идеальное пищеварение. Первое. Не торопитесь и не ешьте в гневе. Когда вы едите в состоянии стресса или на бегах, симпатическая нервная система «сражайся или беги» включается, чтобы справиться со стрессом. Реакция «сражайся или беги» активирует мышцы, чтобы спасти вашу жизнь, и это значительно препятствует правильному пищеварению. Однако, когда вы расслабляетесь во время еды, включается парасимпатическая нервная система, также называемая системой отдыха и переваривания. Это способствует правильному пищеварению, и такая еда приносит пользу. Второй совет – отдыхайте на левом боку после еды. Когда после еды вы планируете немного отдохнуть, то ложитесь или наклоняйтесь на левый бок. Это позволяет вашему желудку немного задерживать пищу, а затем двигаться и опорожняться более расслабленным образом. Если бы вы лежали на правом боку, гравитация заставляла бы пищу преждевременно перемещаться из желудка, позволяя непереваренной пище попасть в тонкую кишку. Исследования показывают, что когда младенцев кормят и им разрешают отдыхать на левом боку, у них улучшается пищеварение. Во избежание вопросов хочу кое-что прояснить. Жители жаркого австралийского Перта, где проживает Кэролин, действительно практикуют сиесту, то есть отдыхают после обеда и не отказываются немного вздремнуть. А мы продолжаем. Следующий совет номер 3. Откажитесь от быстрых углеводов и особенно сахара. В молодости Кэролин была сахарным наркоманом. Именно так она говорит о своем прошлом. В одном интервью она вспоминает, что в те дни ее завтрак мог состоять из чизкейка и пачки шоколадного печенья. У нее в сумочке никогда не было одной плитки шоколада, но несколько, и она их все съедала в течение дня. А если дело доходило до торта, то она могла его съесть целиком. И все это чуть не разрушило ее. Но когда Кэролин изменила образ жизни и заменила вредные сладости на полезные, то все проблемы со здоровьем оставили ее. Кстати, она не против сладкого и очень любит его, но только не сахар. В возрасте 55 лет Кэролин основала компанию Sweet Life Australia. И вот уже более 20 лет выпускает десерты на основе ксилита без сахара с миндальной или кокосовой стружкой вместо муки. Кроме того, она выпустила книгу «Выпечка без сахара», открыла интернет-магазин и стала выпускать передачи о приготовлении полезной пищи. В возрасте 60 лет, в доказательство того, что вы никогда не бываете слишком старыми, чтобы начинать что-то новое, Кэролин стала заниматься регулярной медитацией, йогой и пилатесом. А в 70 лет она получила сертификат Гарвардского университета в области управления бизнесом. Кэролин считает, что сохранение активности ума также является секретом хорошего здоровья. В общем, австралийка не считает себя пенсионеркой, полна сил, энергии и позитива. На вопрос, что она считает важным в питании после 70 лет, Кэролин ответила: «В моем рационе ежедневно присутствуют свежие фрукты и овощи, молочные и белковые продукты. Я стараюсь употреблять белок при каждом приеме пищи, поскольку это позволяет мне чувствовать себя сытой и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
Чтобы поджелудочная работала в комфортном режиме, не нужно есть продукты с высоким гликемическим индексом. Также старайтесь больше употреблять цельной необработанной пищи и особенно зелени. Кэролин также рекомендует следить за размером порции. Современный человек ест гораздо больше потребного. Вы можете смело уменьшить количество еды на тарелке, и только выиграете от этого. А сейчас вы можете видеть любимый перекус Кэролин. Она употребляет его в первой половине дня. Это натуральный йогурт, кремовый творог, миндаль и немного любых ягод или фруктов. В настоящее время, в 76 лет, Кэролин Хартс не похожа на типичного пенсионера. Она не только предана своей компании, но и стала важным влиятельным лицом здорового образа жизни. Она делится своим опытом и рецептами в социальных сетях, а также ведет блог, в котором дают советы по питанию и здоровому образу жизни. Мы, в свою очередь, пожелаем Кэролин оставаться и дальше такой же энергичной и позитивной. Для кого-то это станет хорошей мотивацией к переменам. А что вы думаете об этой необычной женщине? Не стесняйтесь оставить комментарий. Если видео было полезным, можете поделиться ссылкой с друзьями. Спасибо за лайк. Не пропустите и другие видео по этой теме. Ссылки вы найдете в первом комментарии под этим видео.